Всем привет, с вами Фиджик, добро пожаловать на мой канал, и это новое видео. В этом видео мы обсудим с вами последние новости про Sims, трансляцию, которая прошла вчера, 18 октября. И да, давайте же начнем. Но, чтобы не пропускать новые видео, интересные новости, а также сливы будущего контента, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка в описании и на экране QR-код. Вы можете отсканировать его и перейти в мой телеграм-канал. Давайте же обсудим самую нашумевшую новость. То, что Sims 5 выйдет в 2024 году. Не выйдет, ребят. Я хочу развеять те мифы, которые пишут паблики. То, что вот, я анонсировала. Не анонсировала она Sims 5. То же самое и дату выхода она тоже не анонсировала. Это все вбросы. А если точнее, то, что они показывают в пабликах, это Project Rain, о котором нам рассказали на трансляции. То есть мы можем увидеть изменение цветов, узоры, то есть фишки, которые были в Sims. И это назвали программой. И выйдет она только через несколько лет. Об этом упоминалось несколько раз в самой трансляции. Это программа Rain, это проект Rain, это не Sims 5. Возможно, его назовут Sims 5, но сейчас, на данный момент, это не Sims 5. О чем я вам и говорил в прошлом видеоролике, который называется Sims 5 не выйдет, и на это есть причины. Sims 5 не анонсировали. То есть, я был прав, но не во всех моментах. Окей, хочу сказать, что редактор, не знаю, как это называется, редактор строительства очень интересен, и больше меня прикалывают функции, что можно будет совместно с кем-то переставлять объекты, менять, увеличивать или еще что-то, все, что придумаете, да. Но еще интересным фактом стало то, что этой программой можно будет пользоваться из телефона, что вы можете увидеть на экране. Да, это прикольно, с одной стороны, но что это, меня больше всего интересует. Я хочу отметить, что предметы очень похожи на Sims 4, и новые графики я тут не увидел. Возможно, тут освещение совсем другое, что нам кажется, да, ну, что-то новое. Ну, по мне это Sims 4, даже тот же холодильник очень похож на 4, предметы, которые, вот, как они называются, скажите мне, предметы, горшки, цветочки, тоже все похоже на Sims 4. Да, вижу, что подглядели с Paralives, видимо, испугались и начали делать то же самое, такой же функционал, но посмотрим, что будет по итогу, когда это выйдет и когда оно будет уже называться своим именем, а не проектом Rain. Проект, как хотите называйте. Что еще интересного мы увидели? Мы увидели то, что Sims 4 начала работать над платформой, где вы можете загружать пользовательский контент, точнее это будет коллаборация с Overwolf. Если кто-то не в курсе, это такой сайт, где вы можете скачать программу и в этой программе выбирать моды для какой-то из игр, которая доступна именно в каталоге, да. Можете там закачивать всякий дополнительный контент, и будет все устанавливаться в папку игры. Короче, вам не придется, как вам сказать, вам не придется саморучно это устанавливать. Ну, как саморучно, просто выберите, нажмете, скачать и все. То есть, по мне, это очень классная штука. То есть, вот когда Sims обновляется, выходит обновление модов, и по сути оно само обновится, вам не придется скачивать и заходить на всякие сайты, на подозрительные, неподозрительные, вам придется меньше кликать на мышку, я имел в виду это. Вот, и да, нам пообещали, что в конце года поделятся подробностями этого проекта, но вы можете почитать об этом на сайте Sims, и на других источниках, которые уже огласили эту информацию. Еще очень интересная новость, которая была показана в конце трансляции, это долгожданное обновление младенцев. Боже, ребята, вы бы видели мою реакцию. Я очень был удивлен, потому что сколько лет прошло? Почему они только сейчас додумались добавить функционала младенцам? Не знаю, может они боятся конкуренции? Да, очень круто, надеюсь, что нам еще покажут чего-нибудь новенького, потому что мне этого не хватило, хочу еще. Но новости прикольные, согласен. Ну и такое, знаете, на концовку 2 новых дополнения нам показали, ну точнее наброски, да, которые из них одно будет на младенцев направлено. Нам показали предметы,
Вот, насчет городков. Нам еще показали концепт-арт городков. Я хочу отметить, что на втором скриншоте видно, как он называется, Сан-Мишуна. Ну, мне кажется, что это Сан-Мишуна. Может, это открытый мир. Но я сомневаюсь, конечно, но... И, кстати, вот этот мост был Sims 3... Ребята, Sims 3 Бриджпорт мне напомнил этот мост. Возможно, будет что-то связано с сумерками. Не знаю, шучу. Короче, много отсылок, мне кажется, есть на этом скриншоте. Или это я просто такой фантазер. Это все. Представляете, 30 минут трансляции у нас было вот это вот так вот. Ничего интересного, по сути. Ну, кроме вот этого редактора, которым все начали писать, что это Sims 5. Но это не Sims 5, ребята, еще раз скажу. Нам не анонсировали Sims 5, нам сказали, что они работают над этим проектом, но не говорили, что это Sims 5. Еще раз повторю, это не Sims 5. Вот. И да, надеюсь, что под комментарием всяких пабликов, где публикуют вот эту информацию, что это Sims 5, и то, что он выйдет в 2024 году, умные люди будут писать, что это не Sims 5, ребят. Это не Sims 5. Ладно, ребяточки, спасибо большое, что вы со мной, что вы смотрите мои видео. Да, я немножко пропадаю иногда, но поймите, у меня своих дел много, и не всегда я могу вас радовать контентом, но стараюсь как можно. Вот. И еще раз напомню, чтобы вы подписались на мой телеграм, потому что мы там общаемся, чатик у нас там есть, и я там иногда свои мысли рассказываю. Короче, ребят, переходите, подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк и оставьте, пожалуйста, комментарий, что вы думаете насчет этого. И можно ли было бы это назвать 75, не? Я не знаю. Я вас люблю, всем пока. Цом-цом.